Всех приветствую. В этом видео я расскажу, почему очень много тех, через кого идет опыт просветления, но почему так мало тех, кто этот опыт могут перенять. Я записал одно видео на эту тему, но не уверен, что оно понятное, поэтому решил перезаписать еще раз, чуть-чуть по-другому. Кирилл и Сергей, канал «Предназначение». Итак, расскажу кусочками, и в конце, так же, как и в другом видео, пазл должен сложиться. Итак, вот, предположим, через какого-то человека, я буду называть человека, чтобы было понятнее, хотя на самом деле это правильно назвать такой некий тело-ум, да, некий механизм тела-ума. Ну, я буду называть человек. Итак, вот через какого-то человека, допустим, произошел опыт просветления или пробуждения. Соответственно, до этого момента человек мог практиковать что-то, или это произошло спонтанно. Через что человек может этот опыт получить. Это могут быть какие-то телесные практики, да? Это могут быть практики энергетические, это могут быть какие-то ментальные практики, да? Через ум, через понимание. Да? Это могут быть практики через собственный рост, через развитие своей личности, да, развитие какого-то внешнего мира. Да, это могут быть практики духовные, это могут быть практики, которые связаны с молитвой, с Богом, с общением с Богом. Да, это могут быть практики созерцания, практики присутствия, да, присутствия в моменте и так далее. То есть практик много. И вот через какую-то одну из практик, которая человеку, один вид, точнее, практик, который человеку понравилось больше всего или откликается больше всего, с ним происходит вот этот вот опыт пробуждения или просветления. Когда этот опыт происходит, то другие варианты попадания в этот опыт, они уже отсутствуют. То есть нельзя в одну реку войти дважды. То есть если вы получили опыт через задавание вопроса «кто я?», например, да, или через ощущение «я есть», или через медитацию, или через молитву, то вы по-другому этот опыт уже не получите. Вы его уже получили. Уже нет того, кто может этот опыт получить. Так скажу. Вы уже в этом опыте. И дальше начинается то, что называется программой ума. То есть дальше из этого опыта вы начинаете осознавать, как через другие опыты, через другие варианты можно попасть в это состояние, или как можно через другие способы этот опыт получить. И, по сути, узнавание, как это применяется конкретно к вашему телу-уму, вот узнавание, осознавание других опытов, это есть еще такие вот практики ума, которые еще потом происходят. И потом, когда вы уже достаточно долго в опыте, то уже практики ума, они становятся такими механическими, автоматическими, и вы просто где-то их наблюдаете, они просто происходят так же, как и меняется погода за окном. Ну, то есть где-то что-то как-то происходит. Если я буду употреблять опять слово «человек», да, если человек находится в этом опыте, то он легко из этого опыта, независимо от того, как он этот опыт получил, он легко может увидеть то, что мешает другому человеку, другому телу-уму, что ему мешает этот опыт получить. Видит вот эти вот препятствия, видит вот эти отождествления, видит вот эти преграды внутренние, которые, которых нет, которые из опыта их просто нет. А из конкретного человека, из конкретного тела ума кажется, что они есть, такие воображаемые преграды. И когда находишься в опыте, то это легко подсветить, это видно, прям физически видно. Но когда начинается трансляция своего пути, то есть рассказывается, как к этому опыту можно прийти, не непосредственно вот конкретному человеку, а в принципе идет трансляция, то здесь возникает такая ситуация, что транслировать можно только тот путь, через который опыт был получен. То есть, если я всю жизнь работал с телом, всю жизнь занимался дыханием, йогой, работой с своими телесными проявлениями, то я никак не смогу провести к своему опыту через молитву или через работу с какими-то энергиями.
То есть я могу помочь в этом, но провести туда никак не смогу. И если человек, который в принципе не предназначен, его тело не предназначено для того, чтобы этим путем этот опыт получить, то сколько бы он меня не слушал, результат будет нулевой. Либо непосредственно прямая передача, что называется, да, то есть если я в опыте, неважно через что я получил, и напротив меня, в контакте со мной какой-то другой человек, и тогда прямой передачей я могу человеку помочь увидеть его ловушки, либо, как бы он ни слушал, как правильно там по этому опыту пройти, он не пройдет, потому что у него другое тело, другой аппарат, другие функции, и как бы он на себя это не применял, он не сможет повторить. Для него это будет просто знание, просто вот некая информация. И поскольку опытов очень много, с одной стороны, а людей еще больше, то вот найти свой опыт, найти, точнее, человека в состоянии пробуждения, имеющего точно такой же опыт, это мега сложно. Поэтому просветленных как бы много, а тех, кому они могут передать, практически отсутствует или мало очень, да, скажем так, очень мало. То есть не так много, как могло бы было бы быть. Но чем больше абстракция опыта, чем более абстрактный путь, что значит абстрактный? Вот тело – это конкретно физическое тело, да, физический путь. А если мы говорим, например, про энергию, мир энергии, то он более абстрактный, потому что, чтобы понять, что мир энергии, нужно больше абстракции ума, чтобы это просто понять. А если мы говорим про то, что надо понять, кто ты, ответить на вопрос, кто я, и через это идти, еще больше абстракции, потому что совершенно непонятно. Это уже даже не энергия, это еще более абстракции. Да? А есть еще молитва, да, когда есть Бог, абсолютно абстрактное понятие, потому что нельзя определить Бога каким-то термином. И через молитву идти к Богу, да, то есть это самый большой уровень абстракции. Вот чем выше уровень абстракции, тем больше количество людей это может помочь, потому что больше пересечения их собственного пути, которых абсолютно у всех уникален, и вот этого абстрактного вектора, более абстрактного пути, который они могут на себе применить. И он им больше поможет. Вот этот абстрактный путь. Там есть нюансы, что касается тела, он тоже достаточно абстрактный в чем-то. Сейчас пока про это не буду. Вот, наблюдая всю эту картину, я расскажу про свой путь, который из всех возможных, теоретически возможных путей является самым абстрактным. Поэтому он является самым коротким, абсолютно универсальным в этом смысле. Но после него вот эти вот программы ума, то есть как бы осознание остальных путей или остальных возможностей, они занимают больше времени, чем если бы вы шли каким-то иным, более долгим путем. Так же, как было у меня. То есть у меня больше 30 лет назад произошел опыт пробуждения или просветления. Дальше я, находясь в этом опыте, уже ощущая, осознавая нахождение, уже вот нету того, кто ищет и так далее, уже находясь в опыте, у меня стирались потихоньку внутренние вот эти барьеры, вот эти вот внутренние программы ума, да, которые стираются, если заниматься какими-то практиками, медитативными, или телесными, или молитвенными, или философскими и так далее. То есть каждая практика, она стирает какой-то барьер, и вы получаете опыт. Вот у меня сначала был опыт, а потом стирались какие-то барьеры. То есть я понимал, как и через эту дверь войти, как через эту дверь войти, как через эту дверь войти. Да, я уже был в опыте, но барьеры вхождения через другие двери мне постепенно тоже открывались. Поэтому тот опыт, который можно получить через меня, он абсолютно универсален, он самый короткий, самый прямой, потому что он системный. Это единственный системный опыт
теоретически системный. Когда вы не занимаетесь конкретными своими тонкими телами, своими проявлениями, проявлениями через тело, через энергию, через мысли, через проявленность, через там духовные какие-то вещи, через молитву, через там практики осознанности и бытия и так далее, а вы системно, шаг за шагом получаете этот опыт. А после того, как вы его получили, дальше, пожалуйста, можно это, то, все, что у вас будет происходить. Вот. А никто нигде никогда об этом не писал. Вот сколько я больше 30 лет в этом опыте нахожусь, мне тоже интересно посмотреть, как другие шли этим путем, когда у меня открывались какие-то другие, более тонкие, другие тонкие тела, да, на протяжении, я этого не нашел. Потому что это самый-самый-самый короткий путь. Самый короткий. Короче, просто не бывает. Он системный. Вы точно знаете, как и что нужно сделать, чтобы этот опыт получить. А после того, как вы его получили, когда вы находитесь в этом опыте, то дальше уже можно делать или не делать. То есть сам опыт уже вам подскажет, что и как дальше будет происходить. Кому интересно пройти вот этим тонким, самым коротким, самым прямым, системным, предсказуемым путем, подписывайтесь на канал, и там есть возможность со мной связаться, провести личный разбор и узнать, как конкретно в вашем случае этот опыт можно получить.